Погода такая сегодня солнечная, знаете, можно сказать, летная. Насмотрелся я на ролики мистера Биста. И знаете, между нами есть огромная пропасть. У меня почти 2 миллиона подписчиков, у него 200 миллионов подписчиков. Но одно нас точно объединяет. Мы оба помогаем людям. И масштаб его, конечно же, меня поражает. Но сегодняшний масштаб должен поразить и вас. Потому что у меня сегодня... Я, короче, немножко подкопил, купил БелАЗ. Чтобы спрыгнуть с него, нужно немало мужества, потому что... Короче, как вы поняли, эта хренотень больше меня в несколько раз. Весит эта штуковина 25 тонн практически с мотором, со всеми обвесами. Грузоподъемность у него 25 тонн. Это карьерный, наверное, самый маленький БелАЗ, но это в конце концов и... подрастающая программа «Крупнокалиберный переполох», у нас ведь только 2 миллиона подписчиков. И если на твой город надвигается мощная армия, а ты в обороне, тебе нужно срочно придумать что-то, как перегородить дороги, потому что по ним двигается тяжелая техника. Друзья, сегодня это самая крупная мишень за всю историю нашего крупнокалиберного переполоха. И разносить мы ее будем сегодня из 30-го калибра. Этому БелАЗу придется пережить атаку 2 боевых машин. И в данном случае сегодня у нас боевой машиной стала МТЛБ с пушкой 2,72 и 2,42 на базе БМП-2. Так возможно ли пережить БелАЗу эту атаку и возможно ли выжить за ним? МТЛБ изначально это многоцелевой тягач легкобронированный. Легкобронированный, в который можно перевозить пехоту, в котором можно перевозить БК, эвакуировать раненых, использовать как санитарную машину, но и как боевую машину его тоже можно вот в этой модификации использовать. Автоматика происходит по принципу отдачи ствола, то есть выстрелил и забыл. Казённик откатывается назад и таким образом перезаряжается. Разница между этими пушками, казалось бы, невелика, но принцип работы автоматики пушки 2,42 на БМП-2 за счет газоотвода. То есть такие разные пушки, по сути, но одинаковые по калибру. Что касательно калибра, сегодня у меня 3 снаряда разного действия. Сегодня мы сравниваем не только 2 пушки, но и 3 калибра 30 мм, разные по действию. Это осколочно-фугасный заряд здесь. Второй снаряд у нас осколочно-трассирующий. Вот он, видите, какой. И, наверное, самый разрушительный снаряд на сегодня с карбидом вольфрама. Это бронебойно-трассирующий. То есть 3 разных снаряда, 3 разных действия. Для простоты сравнения на МТЛБ мы будем использовать только ОФЗ, а другие снаряды, в том числе ОТ и БТ, мы будем использовать на БМП-2. Погнали, покажу, куда мы будем стрелять. Видите эту красотку, что притаилась за задним колесом? И это первый эксперимент, который напрашивается, можно ли выжить за колесом БелАЗа, будучи манекеном с симпатичными формами. Да, и сегодня в правую сторону мы будем стрелять, а там ведь тоже притаился манекен, давайте покажу. Мы будем стрелять ОФЗшками в правую часть постоянно, а в левую мы будем стрелять разными боеприпасами, БТшками, ОТшками и так далее. Посмотрите, какая ночнушечка у этой красотки! Она еще и держится, посмотрите, как, так сказать, подсказывает направление. Ну и, конечно же, с комфортом. Тут у нас королева манекенов расположилась. По сути, первая кудрявая женщина-манекен у нас будет сегодня за рулем. Итак, рассусоливать не будем. Сейчас у нас в левом углу ринга стоит БМП-2 с пушкой 2,42. 2,72 пушка стоит на МТЛБ. МТЛБшка работает только ОФЗшками, осколочно-фугасными зарядами, а БТшками, бронебойно-трассирующими, сейчас будет работать двойка. И сначала работает двойка по моей команде. Работает двойка!
По моим ощущениям, пушка с откатом ствола значительно как будто бы точнее била, и у ФЗшки видно, что разрывались прям. Как будто бы эффект от МТЛБ сегодня был круче. О, горяченькая штучка. Это 30-й калибр, из них мы сделаем рюмки специально для наших уважаемых подписчиков. Если кто-то захочет из вас такие купить, в нашем телеграм-канале где-то через недельку вы сможете это приобрести. Погнали! Огонь и вода, смотрите-ка, а! О, нифига себе! Потоп! Прикол, смотрите, у БелАЗа стоит, как это, система пожаротушения. Вокруг горит трава, под ним ничего не горит, потому что внутри была вода. Хорошенький душ принимает вон та красотка. Кстати, знаете, не так-то просто попасть в колесо. Но попадания в колесо все-таки были. Их здесь не видно, потому что по ощущению, что как-то ничего не произошло. Но они там все-таки есть. И я не знаю, каким таким образом случилось, что некоторые ушли наверх. Осколочно-фугасные снаряды попадали еще, вот смотрите, в правую часть попала, вынесла просто часть его. Шина продырявленная, я чувствую характерный запах устоявшегося многолетнего воздуха, который внутри. Ля, смотри! Красотка-то! Как выглядит, по-вашему? Блин, знаете, вот если бы она хорошо сидела прямо за колесом, у нее было бы все хорошо, потому что, видите, нижняя часть не тронутая. Знаете, такая красотка, которая только что побывала на полигоне и тут же приняла душ. Вот это осколочное поражение говорит нам о чем? О том, что берегись автомобиля или что-то типа того. Выглядит она, правда, как королева бензоколонки. Смотрите, фишка в том, что присел чуть-чуть БелАЗ, и ей на плечо он присел. Плечо непосредственно у нее пострадало, под ключицей. Надеюсь, я делал это не очень экспрессивно. Короче, смотрите, осколочные поражения есть практически по всей верхней части. Ну и живот, по всей видимости, тоже немножко пострадал. Или нет? Слушай, нет, здесь просто порвало ее пижамку. А в нижней части все хорошо, смотрите-ка. Вот, ну, конечно же, говорить о том, что у нее все хорошо, не приходится. Посмотрите на это лицо, разочарованное жизнью. Смотри, один осколок залетел прям вот сюда, в заднюю часть колеса. И, судя по всему, даже грязь остановила его, прикиньте. Вот, смотрите, осколок летел сюда, и грязь вот эта вот, которая здесь налипла, остановила. Офигеть. Смотри, откуда льется вода. Из трубы. Вот эта труба, которая является отводом, видимо, для воды. Она через него льется, как будто мы пробили, короче, этот многовековой запор. Моя любимая техника называется АСА. Бронебойно трассирующий БМП-2, пушка 2.42, лупашит достаточно точно, но не сегодня. Немножко нужно пристреляться, знаете, это не так просто. Попадает она в переднюю часть, вот здесь пролетают снаряды, попадают в задний брызговик, но красотка, которая находится за вот этим вот колесом, чувствует себя почти что безмятежно. Ну, если бы не считать то попадание, которое было совсем рядом с ней. Ой.
Это что, дыра в голове? Блин. У меня тогда печальные новости. Знаете, не обязательно... Офигеть, смотри, бронебойка трассирующая, как вышла здесь. Просто металл как будто бы не почувствовала. И влетела в заднюю часть кузова, пробила все вот эти вот железные преграды. Смотрите, у нее торс накачанный, да, такой, и красиво капли стекают. В общем, достаточно эстетичное видео получается. Осколочки торчат из ее этих. Но только не надо писать ничего по поводу феминизма, потому что, в конце концов, это просто манекен. Были бы мужские манекены. В чем проблема? В резинке, вот это вот, которая здесь лежит, лежат некоторые осколки, вот они. Есть некоторые достаточно большие. И если посмотреть на бачок, это бачок или что это, потик? Вот, видите, здесь какие большие внушительные пробоины. Огромные пробоины. Гнездо шершня или пчелиное, или осиное, не знаю. Короче, разворошили мы это гнездышко. Посмотрите, как БТшечка проходила слева. Ай, как хорошо. Стекла, естественно, повыпадали. Девица уже выглядит не так красиво, потому что ее заляпало. А есть ли в ней осколки? Вот в чем вопрос. Так, ну, да. Причем очень... Это что, дырка? Ну да, это дыра. Да. Я не могу понять, почему БТшки прошли так высоко. Видишь, где они? То есть промазать на 3 метра. А не может быть такое, что это... Что оно где-нибудь вон там рикошетило и вверх шла. Потому что это странно. А что, типа косит на 1,5 метра вверх? 3? Как? Вот это все БТшка. Вот они все здесь. Это прям ниже надо брать значительно. Да? Да. Подстроечка хорошая нужна, потому что БТшки прошли все в верхней части, видите? И, естественно, они тут все попробивали. Так, что у нас? Царица Горгона. Да, смотрите, в нее тоже попало каким-то образом снизу. Смотри, ОФЗшки как работают. Взрываются внизу, в нижней части, где условно находится мотор. И осколки идут вверх. Видите, здесь тут прям так раздуло. Такое ощущение, что прям вот сюда попало. Можно даже, наверное, столкнуть вот эту верхнюю часть и посмотреть, что там внутри произошло. Вон, смотри. Учитывая, что мотора нет, а если бы был мотор, это, конечно, было бы поинтереснее, но за те деньги, которые я мог себе позволить, я купил только себе без мотора. Сами понимаете, на Авито уже не скинешь, так сказать, нужно идти до конца. Это недолет ОФЗшки. То есть вот еще недолет и вот недолет. А вот это БТшка. Видите этот шеврон? Это как бы ничего не значит. Просто я хочу сказать, что подпишитесь на наш Бусти. Там у нас очень много интересного контента оружейного. И новые танки, Абрамсы, Леопарды. То есть там есть все, чего вы еще не видели на Ютубе. Так что подпишитесь, вы точно не пожалеете. Судя по всему, сейчас были рикошеты, и нам нужно это исправить. Для этого придется поднять выше пушки и, так сказать, устроить крупнокалиберный переполох. Сейчас работает Бэха 10 раз, потом МТЛБ 10 раз, и потом одновременно ACDC. Вы готовы, друзья? Прям манекен, ты верил, чувак?
Работает мотолыга! А теперь AC/DC! Погнали! Что-то случилось, но МТЛБ продолжает работать. Вот это красавица! Оу, вот это эпик! Красиво! Девица упала в обморок не потому, что она поразилась размеру БелАЗа и размеру калибров, а потому что у нее самой дырка больше, чем она может себе позволить. Ну, короче, вы понимаете. Это ее рука. Это ее топик. Да. В общем, тут без шансов, как понимаете, господа. Попадания были в этот раз. И посмотрите, как ведет себя БТшечка, а? Прорезает все насквозь, в том числе и колесо. А, кстати, колесо-то... А колесо, прикиньте, здесь не насквозь. Вот эта верхняя прослойка, да, а камера все еще целая. Это прикольно. БелАЗ, видите, сопротивляется до последнего. А вот здесь прям такое ощущение, что УФЗшка разорвалась, видите? Вот, видите, тоже БТшка проходила, как интересно. Я не знаю, как-то такие траектории возможны вообще. Вот, в этот раз, кстати, он, смотри, нашпиговал вот сюда. А, вот, смотри. Из-за того, что резина сразу же стягивается, мы не видим некоторых попаданий. Вот это прикол. Смотри, вот оно, хорошее попадание, и оно сквозное. Смотрите, но, безусловно, это очень надежное укрытие от любых других калибров, будь то 12,7, 14 и 5. Безусловно, да, прям вот 100%. Но сбить улыбочку с этих колес, которые здесь красовались, в общем-то, 30-очка смогла. Смотрите, вот это бескомпромиссное отверстие. Сюда точно хорошо и замечательно заходит все, что угодно. Даже вот эта вот штуковина может туда зайти. Бортовой редуктор, который находится внутри этого колеса, несколько пострадал. Это был знак, возможно. Смотри, видите, какой толстенный здесь металл? Он здесь раскололся в результате того, что каким-то образом, вот, честно говоря, каким образом это произошло, я, честно говоря... думаю, что вот так это было, смотри. Одна БТшка проникает, пробивает весь этот толстенный кусок металла, пробивает колесо вместе с шиной, ясное дело. Лопается колесный диск, отлетают вот эти вот шпильки, короче, гайки, то, что вручную вы бы точно сами не смогли сделать. И мы видим гарантированные пробития, то есть здесь за этим колесом спастись можно было бы, видите, потому что вот раз на раз не приходится, как говорится. Разочек бам, и ты такой типа, а я в домике, все хорошо. Смотри, как поле горит, офигенно. Зажигательное шоу на сегодня. А вот сюда посмотрите, что случилось с этими толстыми кусками железа. Смотри, какие куски металла. О, смотри, горячий кусок. Горячий кусок какого-то металла. Круто, круто, круто. Восхитительно, обворожительно, прекрасно, разрушительное ранчо просто нервно сосет в сторонке.
Это была БТшка. Посмотрим, что было с ОФЗ. Смотри, какая офигенная дыра. Смотри, какая замечательная, прекрасная дыра. Отверстие. Потрясающее отверстие. Оно прошло через весь корпус, прошло через колесо и прошло через заднюю часть этого замечательного толстого БелАЗа. А вот заднее колесо практически не пострадало, что ли, или что? Так, что это за картина маслом? Женщина, соберитесь! Что это вы? Что это? Смотри, а это как будто бы везет, да? Она как была с одним отверстием. Я сейчас про отверстие в голове. Так и лежит до сих пор. Такое ощущение, что ОФЗшки такого ущерба нанести БелАЗу не могут. Как будто бы ОФЗшки, они разрываются сразу же после столкновения. Потому что это колесо полностью целое. Поэтому, если вы прячетесь за БелАЗом, и вы не мистер Бист, у которого есть несколько таких БелАЗов, то что, молите Господа, чтобы по вам не стреляли БТшками. Или ОТшками. Да, смотрите. Судя по всему, все, что здесь разрывалось, оно... Ну вот, смотри, какое офигенное, красивое отверстие появилось в результате попадания ОФЗшки. То есть она выносит переднюю часть, здесь разрывается, и дальше идут уже осколки. Потому что сам мост, видите, передний, вот его вот эта вот часть с раздаткой совсем не пострадала. А мне это не нравится, знаете ли. Знаете, для того, чтобы повысить... Хотя, смотрите, нет, все-таки ОФЗшечка попала пару раз. Глянь-ка сюда. Придется чуть-чуть подпортить обшивочку. ОФЗшечка все-таки пробивает колеса и делает это достаточно неплохо. Но у нее такое разрывное действие мгновенное. Внутренняя часть диска, где крепится колесо, выдержала попадание ОФЗшки. Да, господа, а шоу ведь только начинается. Видите, посерединке вот это место, где ставится сам двигатель, оно нетронутое. Передняя часть, его мост и вот эти огромные конструкции, они все еще целенькие. А знаете, что я собираюсь сделать? Я собираюсь сделать следующее. Я хочу, чтобы БМП-2 стреляла перпендикулярно этому БелАЗу. То есть она зайдет сбоку, будет двигаться на него и расстреливать его вплоть до того, как подъедет в упор. А МТЛБ, если мы сможем в нее сейчас что-то зарядить, УФЗшками будет разносить так же. Хотя это хуевая идея. Да, я думаю, что МТЛБ мы оставим в покое. С УФЗшками все понятно. А сейчас мы в разнобой зарядим на БМП-2 одновременно 3 вида снарядов, и всеми ими будем хреначить до тотального уничтожения этого БелАЗа.
Сейчас железный конь стрелял БТшечками, и я, знаете, в одном кадре едва не потерял свои зубы вновь. И слава богу, мои зубы в порядке. И сейчас мы стреляем ОФЗшками, которые имеют более взрывное действие. Погнали. И еще заездик. Работаем! Так, ну что, в этот раз было вообще супер эпично. ОФЗшечки мне нравятся больше, потому что у них прям взрывное такое фейерверочное какое-то представление получается. И это невероятное чувство, когда ты едешь на нем, и он прям херачит. Если бы я был не в наушниках, у меня бы, наверное, сейчас из ушей текла кровь. Вот что, собственно, мы сотворили для вас, друзья, в сегодняшнем крупнокалиберном переполохе. Посмотрите, как мы это сделали, насколько это успешно получилось. Множественные попадания были, это видно, потому как и осколки, и сами большие эти снаряды тоже пролетали. Смотрите, здесь еще потрапилось. А вот здесь, посмотрите, какая красота. Грандиозное количество разрушений случилось. Блин, в одном колесе можно жить, наверное, такой объем. Смотрите, еще в заднюю часть мы начали попадать еще больше. В заднюю часть этого колеса. И, наверное, вот эту штуку я могу отломать и забрать. Вот это, кстати, горячий осколочек, что ли? Ну что за печальная картина? Нет. Кинокомпания Netflix Entertainment представляет фильм команданта Алексея Смирнова «Выжить в БелАЗе» или «Берегись автомобиля». Посмотрите, ну какова красота! Так, но меня интересует, случилось ли что-нибудь внутри, там, где мост и всякие вот эти штуковины. Ведь, смотрите, в передней части тут добавилось разрушение, я вам скажу. О, май! Ау, 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 ау. Передний мост, видите, мы в него так и не попали. Я не знаю, как это называется, передний мост. О, смотри, а вот там, смотри. Передней части мы хорошенько засадили, видишь, где амортизаторы передние. А, черт, я, кажется, теряю. Ну посмотри, это огромные, что это? Да, это амортизаторы огромные. Течет масло, короче. Вот здесь, смотри, какая дыра. Ого. Да. Вот отсюда сделай обзор, посмотри, смотри, какая красота. Страшно красиво. Вот это про нашу программу. Смотри, вон там, где крепится кабина. И левая часть, я не знаю, для чего что-то залазить, может быть, грузы какие-то таскать, прям разорвала, так сказать, на две части. И, наверное, наша манекенщица, она прям там хорошенько пострадала. Видите, сквозное пробитие есть в кабину прям. Мне кажется, прям печалька. А помните ту трубу, которая вначале изливала остатки из ковша? Так там вообще все очень печально. Смотри, что случилось с радиатором? Радиаторная сетка не справилась с бронезадачей. Ладно, шучу, она не должна была это делать. Залезем наверх и посмотрим. Вы не думали, что я такой сильный, да? Я и сам не думал, честно говоря. Веришь, что тут произошло? Все трубки перебиты. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Вот что случилось с женщиной, которая связалась с командантом. Обычно, знаете, в хреновых фильмах бывает так. Только нашел себе девушку, все идет по пизде. А тут, видите, все получилось иначе. Связалась с командантом и... Видите, какая плотная застройка осколочками. Филейная часть, я вам скажу, тоже.
Если, господа, захотите потестировать свои любимые тачки, пригоняйте мне их. Обязательно что-нибудь такое сотворим. Видишь, что внутри случилось? Теперь взглянем, что тут наверху. Эй, вы там, наверху. Эпичное зрелище. Смотрите, как крышу прорезает. А борта, смотрите, это ведь толстенная железочка. Итак, смотрим, что здесь. Охренеть, тут просто, блин, решето какое-то. Давай, давай, съебываем. Это так не закончится. Я же говорил, что все так просто не закончится. Это два танка Т-72Б3М. И эти два танка сегодня будут стрелять по БелАЗу. Потому что мне не нравится, как этот парень стоит. Слишком уж как-то расслабленно, что ли. Ну, погнали. Из правого танка прямо сейчас я жахну при помощи бобса бронебойный оперенный подкалиберный снаряд, который должен пройти насквозь этот БелАЗ. И я хочу посмотреть это на бусте. Да, друзья, у нас нет монетизации, и единственная наша возможность зарабатывать хоть какие-то деньги — это бусти. Так что, если вы хотите поддерживать наш канал и помогать нам со всякими разными мишеньками, то, подписавшись на канал прямо сейчас на бусте, вы можете увидеть, как мы ломом продыряем эту штуковину. А дальше продолжим осколком. Огонь! А сейчас, после того, как мы проломали его ломом, и вы это увидели на бусте, мы жахнем осколком. 125 миллиметров. Погнали! 333! Тридцать три! Я думал, его разнесет к хренам собачьим, но БелАЗ держится хорошо. Вот это да! Так близко его внутренности я еще не видел сегодня. Первый снаряд, судя по всему, прошел в радиатор, что ли. Вот так, бум, смотрите-ка. Такой силы был удар, что переломало просто некоторые части его передние. Радиатор в хламину разворотило. Ну-ка, уберем его или нет? Вот тут, в общем, наладан дышит. А как наладан дышит или наладан дышит, напишите в комментариях.
Как это дышать на ладан? Оу. Горячие, кстати, запчасти-то у него. Так. Тачка на прокачку. Короче, как вы видите, это... Итак, посмотрим-ка поближе. Во-первых, гляньте на колесо. Ему, наконец, больше не улыбаться, как это было в начале, а? Разнесло к хренам собачьим. Ты посмотри, внутри просто труха. Это просто диски. Нужны кому-нибудь диски? Скинуть по дешевочке на Авито. Разного рода трубочки. Вот они. Оп. Так, перчаточки я свои заморал. Это мне не нравится. Посмотри, левый удар был в колесо. Видите, некоторые осколки повредили вот этот амортизатор, он потек. Бачок потек, так сказать. Некоторые запчасти этого колеса находятся внутри непосредственно БелАЗа. И это красиво. Там не только резина. И все, так хорошенечко смяло все внутрь. Вот здесь была такая стойка, часть кабины. Посмотрите, как она выглядит сейчас. Осколки вторичные проломали еще так хорошенечко, продавили. Проломали. Какие еще могут быть теги у крупнокалиберного переполоха? Да, друзья, все об одном. Разрушение, страшная сила. Так, ну вот эта часть мне прям нравится. Ее прям не стало практически. Вторичные осколочки, пожалуйста. Их тут много, кстати. ...700-800 метров в секунду, осколочные боеприпасы 125 мм, выпущенные из танков Т-72Б3М, врезаются в левую его часть. Один попадает в колесо, сразу же разрывает тут все, что можно. На разные осколочки разлетается снаряд. Второй попадает чуть правее и попадает в радиатор. И вот эту среднюю часть просто нахрен выносит. Поражается кабина, поражаются всевозможные бачки, колеса, опять же, вторичными осколками, мост, рама. Все в щепки. Но и, конечно же, это два боеприпаса. Если бы их было штук 10, от него бы фактически ничего не осталось. Это была бы аннигиляция в стиле крупнокалиберного переполоха. Но только полюбуйтесь на эту красоту. Где еще вы такое можете увидеть, кроме как в крупнокалиберном переполохе? В какой-то момент видно на видео, что, врезаясь в левое колесо, боеприпас просто сдетонировал, и в разные стороны понеслись осколки. И вот этот кузов, он просто подскочил. Вы можете представить себе энергию, с которой врезается этот снаряд, что кузов БелАЗа, огромный, неподъемный, 25-тонный БелАЗ просто вздыбается вот так вот. И под всей этой мощью военной машины танка Т-72Б3М. И я в шоке. И, кстати, заметили, у нас ведь не просто танчики, у них специальное такое покрытие, они буквально сливаются. Кстати, кто-нибудь понял отсылочку, которую мы хотели вам показать? Я вижу шестеренки внизу, посмотри. А, кстати, самое прикольное, что БелАЗ-то сел. Смотри, он прям... Его поднял, и он под всей тяжестью своей груды металла присел, потому что в прошлый раз я под ним мог лазить. Вы поняли? Покопаться, вот я люблю, значит, отверстия пообзирать. Обзор отверстий продолжается. Подстерев себе чуть-чуть. Смотри, в разные стороны. Вот, кстати, от этого похоже, от снаряда, да? От реактивки. А может и нет. Такое ощущение, что здесь... Блин, я даже не представляю, когда... будущее наше поколение будут отрыскивать разные, знаешь, там черепичка, там, знаешь, там кусочек БелАЗа, типа, да что здесь происходило? Это были динозавры, они, короче, дрались с железными монстрами, знаете, как эти были кайдзю в фильме «Тихоокеанский рубеж». Здесь происходила битва, здесь шестеренки от этого трансформера отваливались, здесь, короче, черепки всякие разные. Смотри, какая красота. А? О, вот, кстати, офигенный осколок этого снаряда. Знаете, неблагодарное это дело. Неблагодарное это дело шарится тут, знаете ли. Здесь разразилась битва, и разрази меня гром, это было прекрасно. Начало 30-ка, МТЛ Бэха, несвойственная ей башня. Потом БМПшка вторая, потом два танчика 72-ки модернизированные. И знаете,
Не так, чтобы я здесь много видел разрушений сзади. И если бы вы, будучи человеком, которому пришлось под гнетом железных машин оказаться вот за этим БелАЗом, знаете, я думаю, вот за этим колесом у вас были бы шансы, потому что я здесь не вижу ни осколков, ни пробитий, ни хрена. Вот за этим колесом прячьтесь, господа, хотел сказать бы я, но нет, я так не скажу. Уебывайте нахуй, если вы видите танк или какую-то МТЛБ со странным стволом, который рыскает в разные стороны. Это ведь вам, в конце концов, не Дюна. В кино все показывают иначе. Там есть где варианты выжить. Но и здесь тоже, посмотрите, за кузовом тоже можно было спрятаться. А что? Вау! Вот это нормально. Но самое важное, что случилось, бачок открылся. Денек выдался, друзья, что надо. Как вам такой крупнокалиберный переполох? Да, я вам скажу, если БелАЗ станет у вас на пути, а вы идете победным маршем, то, конечно, вам придется нехило постараться и, возможно, высадить пару десятков снарядов, чтобы его аннигилировать, ведь он держится достаточно неплохо. О, кстати, кузов сверху тоже пострадал. Я, конечно, не мистер Бист, но кое-какие возможности у нас есть. И это, кстати, благодаря Бусти. Так что подпишитесь, вы точно не пожалеете. С вами был крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Мне, кстати, кое-что еще нужно проверить. Типа там в комментариях можете написать, что... Один из комментариев, например, я вам скажу, типа проверить танк Т-90, как он ездит задом. Эй, подожди, я не закончил!